Почему итальянские мамы спешат отдать своих детей в ясли, начиная с 5 месяцев? Почему школа не вправе отказать родителям, если те привели 4-летку на учебу? Что значит специальность с открытым количеством учащихся и специальность с закрытым количеством? Правда ли, что приходить на собственную защиту диплома в Италии совсем не обязательно? И почему итальянские студенты действительно вечные студенты? Это и многое другое мы узнаем из данного выпуска. Дошкольное образование, тихий час в обуви и пицца на обед. Так как по итальянскому законодательству декретный отпуск у итальянских мам длится всего 5 месяцев, продлить его можно, но декретные будут составлять тогда только 30%, то в ясельную группу детского сада стремится отдать своих чад большинство родителей. У итальянцев также считается нормальным, если за ребенком будут присматривать бабушка с дедушкой. Но все же не постоянно, так как в Италии уверены, что ребенок должен социализироваться как можно скорее. Так вот почему итальянцы такие общительные. В стране есть несколько типов детских садов: частные, муниципальные и католические. Чаще всего детей отдают в католические не из соображений религии, а потому что там больше мест, а цена за пребывание в таком саду в 2 раза ниже, чем в обычном. Около 200 евро вместо 400. Такие сады не особо отличаются от привычных, разве что в качестве воспитателей выступают монахини. В частные сады берут всех, у кого есть возможность платить. А вот чтобы попасть в муниципальный сад, необходимо учитывать как доход семьи, так и количество работающих людей в семье. То есть работающие матери-одиночки быстрее и охотнее выделят место в саду, чем семейной паре, в которой работает только отец. Русские мамы, проживающие в других странах, нередко жалуются на то, что в иностранных детсадах нет обедов и столовой, или что нет тихого часа. В Италии дошкольные учреждения больше походят на наши, и столовые здесь есть с приемами пищи, и тихий час в некоторых садах тоже. Что же отличается от привычного нам представления? На обед детям могут спокойно давать пиццу, а спать дети должны в обуви из соображений пожарной безопасности, чтобы в случае тревоги ребенок сразу смог встать и пойти на выход. При этом обязательное требование к детской обуви: никаких шнурков или застежек, только липучки. Школьное образование. Почему старшеклассников обязательно отдают в лицей? Итальянские дети начинают посещать школу в возрасте 6, а иногда и 5 лет. Здесь нет строгого закона касательно возраста учеников, и школа обязана принять ученика независимо от количества его лет, если так решили родители. В начальной школе с детьми также работает психолог, который помогает выявить проблемы, если таковые есть, а также помогает ребенку использовать свои умения и таланты правильно, чтобы учеба была эффективной. Такие предметы, как математика или итальянский язык, обычно ставят в первой половине дня, когда дети еще не сильно уставшие, а после обеда школьники занимаются более творческими уроками, например, рисование. Начальная школа длится 5 лет, и в возрасте 10-11 лет ученик начинает обучение в средней школе. Чаще всего это абсолютно другое здание с новыми одноклассниками и учителями. Считается, что такая система позволяет детям быстрее адаптироваться к новым условиям и не бояться перемен. В средней школе учатся 3 года, и набор основных предметов здесь примерно такой же, как и в России. А вот после средней школы начинается самое интересное. Ученик начинает обучение в старшей школе или лицее. Так дословно можно перевести термин «личео», которым и обозначается старшая школа. Здесь ребенок уже может выбрать профиль лицея и поступить в «личео артистико» – школу с художественным уклоном, «scientifico» – с уклоном в науку, «классико» – классический, где основное внимание уделяется языкам и литературе, а также истории и философии. Там дети уже изучают тот пласт предметов, который необходим им для будущей профессии или для учебы в университете. Отсутствие вступительных экзаменов после окончания университета. Обычно для того, чтобы стать студентом того или иного факультета, достаточно просто подать все необходимые документы. Не нужно сдавать ни вступительные испытания, ни проходить так называемый конкурс. Речь идет, однако, только о специальностях с numero aperto, что дословно означает «открытое количество». Речь об учащихся. Это те специальности, на которых нет определенно выделенного количества мест. Возможно, иногда по этой причине в лекционных аудиториях не всем хватает места, и некоторые студенты вынуждены сидеть прямо на полу. Несколько иная ситуация с факультетами с так называемыми numero chiuso, закрытым количеством студентов или ограниченным.
Сюда входят такие специальности, как медицина, стоматология, психология, инженерия и ряд других, в зависимости от вуза и региона. На эти специальности можно поступить только сдав вступительный тест, как правило, разделенный на несколько блоков по разным предметам, и пройдя конкурс. Речь идет о государственных вузах. В частных условия могут быть разными, где-то поступить проще, где-то сложнее. Конечно, тяжелее всего поступить на специальности, связанные с медициной, независимо от того, государственный ли вуз или частный. Так, например, в 2020 году из 66 тысяч абитуриентов на специальности, связанные с медициной и стоматологией, зачислено в вузы страны было около 13 тысяч человек. Госэкзамена перед защитой диплома здесь обычно тоже нет. Достаточно сдать все экзамены по программе, пройти практику и выполнить дипломный проект. Иногда экзамены сдаются студентами медицинских или психологических специальностей. И то не до диплома, а после. Врачи сдают экзамен, если планируют продолжить учебу в ординатуре. А психологи только в том случае, если после бакалавриата они решили не продолжать обучение в магистратуре, но хотят работать по профессии. Пока я не перешел к следующей части, не забудьте поставить лайк этому видео за собранный материал. Также напоминаю, что в описании к данному ролику вы найдете все полезные ссылки на наши соцсети и также сайт www.smaps.ru, где вы можете найти подборки различных университетов. Там же и задать вопросы онлайн-консультантам. Продолжаем. Языковой тест для иностранных студентов, который не страшно завалить. Иностранным студентам для обучения в итальянском университете также не обязательно сдавать вступительный экзамен, если специальность этого не предполагает. Но если студент планирует обучение на итальянском языке, то он должен предоставить сертификат о знании языка на уровне B2 или C1, в зависимости от вуза и программы, или же сдать тест прямо на месте в университете. Такой тест называется Prova di Lingua. И проходят в каждом университете по-разному. Где-то в виде непосредственно теста с грамматикой, чтением, письмом и аудированием, а где-то может обойтись обычным собеседованием с преподавателем и чтением, когда абитуриенту нужно будет объяснить фрагмент из учебника по предмету из той сферы, в которой он планирует обучение. При этом, если абитуриент не сдал минимум, чаще всего этот экзамен просто переносится на следующий год. А он же, будучи уже студентом, может посещать бесплатные курсы итальянского языка при университете. И это далеко не единственные бесплатные плюшки, которые можно отхватить. Если все сделать грамотно в плане сбора документов, то можно снизить стоимость обучения в вузе до 156 евро в год, отбить из них обратно 140 евро и стать обладателем стипендии, которая не только покрывает расходы на обучение и жилье, но также дает право получить питание бесплатно или по символической цене в 1 евро в университетской столовой. Если вы рассматриваете вариант обучения в Италии и хотели бы знать больше о вариантах стипендий, обращайтесь к сотрудникам SMAPS. Они обязательно помогут вам и подскажут с выбором программы и со сбором всех необходимых документов, включая визы. Прогулы допускаются, а за 3 и более провальные попытки сдать экзамен не отчисляют. На специальностях с открытым количеством мест, как правило, посещение лекций не обязательно. Преподаватель не отмечает присутствующих, и тот факт, посещал студент пары или нет, слабо влияет на оценку на экзамене. Обычно на таких специальностях слишком много студентов, и запомнить всех просто нереально. Да и преподаватели заинтересованы только в том, чтобы студенты отвечали на экзамене по той программе, которую им дал профессор. У них нет цели кого-то завалить. Да, даже если бы и была такая цель, то вряд ли бы им это удалось. В итальянских вузах иногда обязательно должен быть так называемый свидетель на экзамене. Как раз для того, чтобы все было максимально объективно. Обычно такими свидетелями выступают сами экзаменуемые. Сложнее обстоят дела у студентов, обучающихся на закрытых специальностях. Но и здесь далеко не всегда посещение лекций строго обязательно. Однако предполагается, что на таких специальностях есть так называемые лабораторные или практические занятия. Для того, чтобы сдать по ним зачет, необходимо посетить хотя бы 75% занятий. Сессии в Италии несколько раз в год. Обычно экзамены можно сдавать в январе, феврале, июне, июле или сентябре. При этом, если студент завалит экзамен более
более 3 раз, ему за это ничего не будет. Этот предмет просто автоматически переносится на следующий год. За неуспеваемость здесь не отчисляют. Студенты могут тратить на сдачу экзаменов столько времени, сколько им необходимо. Возможно, поэтому в Италии так много студентов учатся более 5 лет, даже когда программа длится всего 2 года. Когда студент прошел весь курс обучения, но еще имеет хвосты, он становится студентом fuori corso, что дословно можно перевести как вне курса. И обычно по правилам вуза он может быть fuori corso бесконечное количество лет. Для иностранных студентов правила те же, но необходимо иметь в виду, что вид на жительство продлевают только первые 2-3 года fuori corso, в зависимости от продолжительности программы. То есть постоянно быть вечным студентом здесь не получится. Дипломную работу защищать и выпускаться из вуза можно почти круглый год. Основное условие – последний экзамен должен быть сдан как минимум за месяц до предлагаемой защиты. При этом, если студента допустили до защиты, это уже значит, что он выпускник, а сама защита – это скорее формальность и дань традиции. В некоторых вузах на нее даже совсем не обязательно являться. Просто в таком случае за защиту вы получите 0 баллов. Но это совершенно не повлияет на ваш выпуск. На защиту диплома приходят уже нарядные и со зрителями, семьей и друзьями, которые терпеливо охраняют бутылку шампанского и лавровый венок, пока вы выступаете перед комиссией. Затем, по традиции, защитившийся открывает бутылку, устраивая фонтан перед дверьми университета, а его лучший друг надевает ему на голову тот самый заветный венок. Считается, что тому, кто сможет урвать себе лавровый лист с венка выпускника, будет сопутствовать удача. Это было 5 фактов об образовании в Италии. Если вам понравился такой формат, поставьте этому видео лайк за подготовку материала. Пишите в комментариях, какие темы об образовании за границей вам интересны. Ну и, конечно, не забывайте, что у нас есть второй канал про путешествия. Все полезные ссылки будут в описании.